Они очень спешили, стараясь как можно быстрее доставить своего сына в отделение неотложной помощи. Когда они наконец добрались туда, результаты обследования их малыша были получены намного быстрее, чем они ожидали, но новость оказалась хуже всего, что они могли себе представить. Она сидела рядом с мужем, крепко держа его за руку, и они смотрели на доктора. Они внимательно слушали, как он объяснял, что происходит с их маленьким мальчиком, но хотя она изо всех сил старалась обращать внимание на то, что он говорит, все, что она могла слышать, это громкий шум у себя в голове из-за того, как сильно она волновалась. Тейлор и Джефф были на 7-м небе от счастья, когда увидели на свет своего первенца Брайана. Они были невероятно рады тому, что их семья наконец-то выросла. Они больше года пытались забеременеть, прежде чем наконец зачали Брайана. Они были так благодарны, что это наконец произошло. Довольно скоро родился Брайан, и это стало радостным событием. Но вскоре все обернулось слезами. Тейлор и Джефф еще до женитьбы были настроены на создание большой семьи. Они всегда обсуждали возможность рождения нескольких детей, которые бы наполнили дом. Они вместе решили, что хотят иметь 5-6 детей, несмотря на то, что такая перспектива представлялась им хаотичной реальностью. Они уже были готовы встретиться с этим лицом к лицу. Они были женаты уже год, когда Тейлор и Джефф забеременели своим первенцем. Он был самым замечательным мальчиком, которого они когда-либо видели, и Брайан был для них всем. Он был идеальным сыном, активным, и на его лице всегда сияла улыбка. Он обладал умом и детским обаянием, которыми мог бы гордиться любой родитель. Но вскоре для них все изменилось. Это случилось в один прекрасный солнечный воскресный день. Джефф работал над увлекательным проектом внизу, в то время как Тейлор проводила время с Брайаном в их спальне. Брайан был очень активен в тот день, и Тейлор знала, что ей нужно уложить его вздремнуть, иначе к вечеру он будет капризничать. Она покормила и искупала его, прежде чем уложить на свою кровать. Она отвернулась на секунду, и именно тогда это произошло. Она отвернулась на секунду, чтобы найти подгузник, когда услышала тихий стук по ковру. Она обернулась и увидела Брайана на полу. На его лице отразилось замешательство, прежде чем он разразился громкими рыданиями. Тейлор подбежала к нему, проверяя, не ударился ли он головой. Она погладила шишку, убаюкивая Брайана, пока он не перестал плакать. Но именно в этот момент она сделала самое худшее, что могла сделать в данный момент. Она утешала его, пока он не перестал плакать и не начал улыбаться и ворковать. Джефф взбежал по лестнице, чтобы посмотреть, что происходит, и она быстро объяснила ситуацию. Они уложили Брайана спать, и вопреки здравому смыслу, Тейлор сказала себе, что с ее малышом все в порядке. Но если бы она только знала, что произошло. Позже той ночью она проснулась от громкого крика Брайана. Она вскочила с кровати и подбежала к его кроватке, обнаружив, что он горько плачет. Шишка на его голове стала больше, чем раньше. Тейлор позвонила Джеффу, и тот вбежал в комнату. Он посмотрел на Брайана и бросился за их пальто и телефонами. Что, если они опоздали? Они поспешили доставить своего сына в отделение неотложной помощи как можно быстрее. Результаты обследования их ребенка были получены раньше, чем они ожидали, но новости оказались хуже, чем они могли себе представить. Она сидела рядом с мужем, пока они смотрели на доктора, внимательно слушая, как он объясняет, что происходит с их ангелом. Но как бы она ни старалась обратить внимание на то, что он говорил, все, что она слышала, это громкий гул у себя в голове из-за того, как сильно она волновалась. Она надеялась, что врач скажет, что его травма была всего лишь ушибом, и что с ним все будет в порядке. Но новости оказались намного хуже. Доктор посмотрел на отчет о магнитно-резонансной томографии, который держал в руках. Брайан проломил себе череп, и половина его крови попала в мозг, сказал он. Хотя он продолжал говорить, боль внутри Тейлор заглушала все вокруг нее. Дни после визита в больницу были самыми тяжелыми для Тейлор и Джеффа. Они так усердно трудились, чтобы построить все, что у них было, и с Брайаном все усилия казались оправданными. Он был лучшим в их жизни, и теперь они не были уверены, что с ним все будет в порядке. Перед отъездом они отвезли Брайана в больницу, и с каждой прошедшей секундой изнурительная боль от того, что его не было рядом, съедала их заживо. Прошла неделя,
а Брайан все еще находился в больнице. Тейлор и Джефф проводили с ним столько же времени, покидая его только для того, чтобы принять душ и поработать. На самом деле состояние их сына не давало им покоя. В больнице все еще проводили сканирование и подбирали наилучший вариант лечения для Брайана, но каждый раз, когда Тейлор спрашивала, все ли будет в порядке с ее сыном, они давали наихудший ответ: «Мы делаем все, что в наших силах», — говорили врачи. Но от этих слов страх, разлившийся по венам Тейлор, только удвоился. По мере того, как приближался окончательный отчет о состоянии здоровья Брайана, она не была уверена, выживет ли ее ребенок. Она не была уверена, будет ли он парализован физически или психически. Она не выдержала, обдумывая все эти возможности. Что она могла сделать как мать? Каждая прошедшая минута давалась мне невыносимым грузом. Что касается жизни Джеффа и Тейлор, то Шир прокручивала каждый сценарий снова и снова в своей голове, как заезженную пластинку. Вопросы, что если крутились у нее в голове бесконечно. Что если она никогда не отвернется? Что если она позвонит Брайану раньше? Эти вопросы прокручивались у нее в голове снова и снова, но они были бесполезны. Все, что Тейлор знала на данный момент, это то, что состояние Брайана было частично стабилизировано. Ни один из вопросов не мог изменить исход. Она изо всех сил старалась сохранять позитивный настрой, но любой родитель в таком положении поймет, что не зацикливаться на этом практически невозможно. Несмотря на то, что Тейлор и Джефф не отличались духовностью, они начали молиться, в то время как врачи продолжали работать над Брайаном. Что делало ситуацию еще более душераздирающей, так это тот факт, что после всех их мечтаний о большой семье, Брайан был первым. Он положил начало воплощению этой мечты в реальность. Даже в своих самых смелых мечтах они не могли представить себе сына более совершенного, чем тот, который был у них. Теперь они были вынуждены рассматривать самые худшие варианты. Дни неумолимо проходили, а Брайан оставался в том же состоянии. Тейлор никогда не думала, что человек способен сдержать столько слез, сколько выплакала она. Ее эмоции ежедневно менялись от надежды и оптимизма до безнадежности и потерянности. Шли часы и дни, и вскоре им овладели еще более сильные эмоции. Тейлор плакала до тех пор, пока ее глаза больше не могли вместить слезы. Не раз ей казалось, что ее разум находится на грани безумия. В конце концов, возможно, в качестве защитного механизма, она начала чувствовать оцепенение. После всей боли, душевных терзаний, стресса и страха это чувство почему-то было еще хуже. Оцепенение заставило Тейлора почувствовать себя чудовищем. Временами она была похожа на холодного, бесчувственного робота, проводящего часы с какой-то пугающей отрешенностью. Временами она чувствовала себя зомби, мертвой для мира и просто существующей в безэмоциональной пустоте, ожидая новостей. Временами она чувствовала, что ей нужно покончить с этим, но боялась сделать это. Тейлор знала, что если она позволит мрачным эмоциям вернуться, то рискует открыть шлюзы, и боялась, что все это снова поглотит ее. В отчаянии, разрываясь между страхом испытывать слишком сильные чувства и чувством вины за то, что они слишком малы, она обратилась за утешением к другому источнику. Джефф по-другому справлялся со своим горем. Тейлор почти не видела, чтобы он плакал, и казалось, он справлялся с ситуацией лучше. Тейлор не знала, хорошо это или нет. Вскоре она начала задаваться вопросом, что творится в голове у Джеффа. И все же она понятия не имела, что к нему чувствовать, и может ли она рассчитывать на его поддержку. Это была ужасная правда о ситуации. Тейлор и Джефф были обычной, счастливой парой. Они наконец-то начали строить свою совместную жизнь. Теперь их мечты разлетелись в клочья. Их общее горе уже подкосило их. Тейлор не хотела этого признавать, но внутри она тоже чувствовала злость. Бывали моменты, когда она не могла выносить даже вида Джеффа. Тейлор слышала, как люди говорили о знаменитых стадиях горя. Она никогда особо не задумывалась об этом, потому что никогда не представляла, что когда-нибудь будет в таком горе. Глядя на Джеффа, она иногда завидовала тому, как он, казалось, справлялся со всем. С другой стороны, она задавалась вопросом, может, он просто оставался сильным? Тейлор знала, что Джефф любил своего сына так же сильно, как и она. Она знала, что, как и у него было разбито сердце, независимо от того, показывал он это или нет. По мере того, как шли дни, а Джефф сохранял свой стоицизм,
Тейлор также начала беспокоиться по другой причине, о которой она до сих пор не задумывалась, но теперь боялась, что это может быть правдой. Поскольку в то время Брайан находился на попечении Тейлор, она боялась, что Джефф может обвинить ее в случившемся. Некоторое время она боролась с этим чувством, а когда не смогла больше выносить неведение, собрала последние остатки мужества. Она подошла к нему, чтобы спросить, правда ли это. К облегчению Тейлор, Джефф заверил ее, что ни в чем не винит ее. Он знал, как сильно она любит их сына, и никогда бы сознательно не причинил ему боль. Он поддерживал ее и говорил, что им нужно быть сильными вместе. Для них обоих было невыносимо видеть, как их маленький сын изо дня в день подключается к аппаратам и находится в дыхательном аппарате. Наконец, врач вышел вперед и сообщил, что результаты анализов были сомнительными. Мозг Брайана получил серьезную травму, и было неясно, что ждет его в будущем. После того, как Тейлор и Джефф помогли ему привыкнуть к режиму лечения, Брайана выписали из больницы. Они включали в себя новую диету, физиотерапию и несколько занятий, которые помогли бы его разуму оставаться активным. Супруги были на месте и делали все, что могли, но, к сожалению, было уже слишком поздно. Хотя Тейлор и Джефф с помощью своих семей делали все, что могли, чтобы помочь своему любимому сыну выздороветь, к сожалению, его состояние ухудшилось. Тейлор знала, что ей нужно делать. В промежутках между приступами чувства, что она сходит с ума, Тейлор в конце концов искала способы справиться с тем, что произошло, и жить с этим дальше. Она обрела надежду на лучшее, когда поняла, что может помочь другим, сломленным потерей сына. Тейлор знала, что должна поделиться своей историей. Поступая таким образом, она надеялась, что больше родителей осознают, как быстро минутная невнимательность может привести к трагедии. Она надеялась, что если их опыт поможет предотвратить такой же ужас в другой семье, то короткая жизнь Брайана не могла быть такой уж напрасной. Ее история получила широкую огласку в социальных сетях, и многие люди пришли погоревать вместе с ее семьей. Со временем боль от потери Брайана утихла, хотя она по-прежнему скучала по нему с каждой секундой. В конце концов, у Тейлор и Джеффа появились другие дети, и большая семья, о которой они всегда говорили, все еще оставалась возможной. Однако в некотором смысле это всегда оставалось запятнанным. Как бы они ни старались, оба знали, что никогда не забудут маленького ангела, который появился там первым.